Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я бы хотела поделиться с вами рецептом довольно простого тортика, который идеально подойдет для домашнего чаепития. Итак, начнем. Для начала приготовим бисквит. Для этого нужно слегка взбить яйца до образования легкой пены. Затем добавить к ним сахар и продолжить взбивать до пышного состояния. На этот процесс у меня ушло 6-7 минут. После взбивания яиц с сахаром не забыть добавить растительное масло. Цедру апельсина добавляем по желанию, но я советую это сделать, так как бисквиту она дает невероятно легкий аромат апельсинки. Для этого нужно теркой стереть верхний слой апельсина без белой части, ведь именно в верхнем слое содержатся все ароматические вещества. Этот слой добавляем прямо в яичную массу. Не забываем, конечно же, добавить водичку. В отдельной мисочке нужно смешать все сухие компоненты, а именно кукурузный крахмал, разрыхлитель и муку. Если же нету кукурузного крахмала, можно взять картофельный. В данной ситуации замена не критична. Добавляем полученную сухую смесь в яичную массу двумя частями. И после тщательного перемешивания получится пышное, не слишком густое тесто. Полученное тесто переливаем в форму для выпечки. У меня это разъемная форма диаметром 18 см с застеленным пергаментом дном. Выпекаем при 170 градусах 30-40 минут до сухой шпажки или сухого ножа, кому как удобнее проверять. Для этого вида бисквита характерно образование горочки сверху. Ее нужно срезать, чтобы можно было собрать красиво тортик. Но помним, что после выпечки бисквиту обязательно нужно дать остыть до комнатной температуры, иначе разрезать его будет очень сложно. Обычно бисквиты после остывания нужно еще завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 8 часов. Но этот бисквит прошел мой тест, и я его резала уже через 4 часа после выпечки, и держался он достойно. Разрез бисквита я делаю своим любимым способом. Сначала делаю насечки ножом по кругу бисквита, затем беру обычную нитку, вставляю ее в эти насечки, концы между собой переплетаю и тяну. Таким образом получаются идеально ровные, без всяких горбиков коржи, и в данном случае их 2. Теперь можно приступить к готовке шоколадного мусса. Первым делом необходимо замочить быстрорастворимый желатин в воде и отправить его в холодильник набухать минуток на 15. Далее нужно взбить жирные сливки с сахарной пудрой. Я хотела сделать не очень сладкую начинку, поэтому взяла только 1 столовую ложку пудры. Мусс и правда получился с легкой сладостью и вкусом темного шоколада. Поэтому, если вы сладкоежка, то рекомендую вместо 1 столовой ложки пудры взять смело 3. Сливки нужно взбить до такого состояния, когда рисунок от венчиков сохраняется на поверхности и не пропадает. Мне для этого понадобилось 6 минут. Теперь нужно нагреть до кипения свежевыжатый апельсиновый сок. Как закипит, сразу же выключить нагрев и забросить сок в желатин. Он быстро разойдется в соке. Затем добавляем шоколад и оставляем на пару минут, чтобы шоколад размягчился, и размешать до однородности. Далее нужно объединить шоколадную смесь и сливки. Чтобы этот процесс прошел быстро и без расслоения, нужно уравнять температуру. Для этого часть сливок добавляем в шоколадную теплую массу и тщательно перемешиваем. Затем уже полученную смесь, массу, вылить в остальные сливки и все снова перемешать лопаточкой. Таким образом получится смесь без комочков. Теперь приступим к сборке тортика. Для начала нужно сделать пропитку для коржей. Для этого я растворила 2 столовые ложки сахара в 70 граммах кипяченой, уже охлажденной воды.
Сборку я провожу в том же кольце, в котором выпекала коржи. Первый слой бисквита укладываем на дно, пропитываем и наносим половину мусса. Затем я укладываю второй слой коржа, и тут я вспоминаю, что забыла обернуть торт ацетатной пленкой. Конечно же, она не обязательна, просто мне с ней удобно работать, и она добавляет недостающую высоту, так как у меня очень низкое кольцо. Но если у вас нет ацетатной пленки, то можно после застывания мусса вырезать торт из формы горячим ножом. Но я решила провести своего рода эксперимент и попробовала снять кольцо и уложить ацетатную пленку. Как видите, уже на этом этапе мусс держит хорошо форму и не растекается по столу. При этом он совершенно не забит желатином, что, конечно же, испортило бы вкусовые качества мусса. После того, как я установила ацетатную пленку, продолжаю сборку. Второй корж пропитываю и выкладываю на него остатки мусса. Здесь нужно постараться сделать максимально ровный верхний слой. Сверху можно нарисовать рисунок, например, вилкой. Теперь тортику нужно отдохнуть и стабилизироваться в холоде 8 часов, а лучше целую ночь. А как же хочется его прямо сейчас попробовать. Но, к сожалению, в стабилизации нуждается любой торт, чтобы все начинки и бисквит хорошо держались вместе. Иначе при нарезке все рискует развалиться на составные части. Крем отдельно, бисквит отдельно. Тортик провел ночь в холодильнике, и теперь он готов к дальнейшему декорированию. Чтобы сделать шоколадно-апельсиновую глазурь, нужно смешать в сотейнике свежевыжатый сок апельсина со сливочным маслом, довести до кипения смесь, выключить нагрев и закинуть туда шоколад. Через пару минут шоколад растает, и можно уже тщательно все смешивать венчиком. Далее глазурь нужно вылить в кондитерский мешок и отправить ее в холодильник где-то на полчасика, чтобы она стала не такой текучей. Иначе при декорировании есть риск, что шоколад просто стечет вниз. Для декора я срезала уголок у мешочка, чтобы образовалась небольшая дырочка, и полила тортик сеточкой. Плюс по бокам сформировала небольшие подтеки из глазури. Остается только привести в порядок подставку тортика или подложку для тортика. И все, тортик готов. Приятного аппетита!